Мы там работали на поисках месторождения рассыпных алмазов. Я руководил поисковым дивизионом. Красным. Они так и остались красными. Желтые плагиоклазы, темно-зеленый биотит, рождение с почитанными запасами, разведанное. Я считаю, что вулканиты периктасской структуры – это результат подводных извержений. Если не включаться в долгосрочные геологоразведочные программы, то лучше торговать с нитерсами, которая побоится показать свою серость и не будет задавать лишних вопросов. Здравствуйте, уважаемые подписчики AZ Geology. Сегодня у нас уникальная возможность побеседовать с геологом с многолетним стажем, более 40 лет, Ищенко Андреем Михайловичем. Здравствуйте, Андрей Михайлович. Здравствуйте, Азамат. Спасибо большое, что вы согласились. Спасибо, что меня позвали. На это интервью. Поговорим, да. Для меня это большая честь. Ну и обычно первый самый вопрос, который я задаю, почему вы решили стать геологом? Да, действительно, такой вопрос все задают. Мои родители, царство им небесное, были геологами. Папа принимал участие в геологосъемочных работах, в геологической съемке в Колымском регионе. Я хорошо помню район месторождения, известного большого месторождения Дукат. Первооткрывательница этого месторождения, Коренева Валентина Григорьевна, жила с нами в одном доме. Мама моя была картографом. У нее до сих пор у меня дома хранятся почетные грамоты от управления Северо-Восток золота за выполнение геологических карт 200-тысячного масштаба к изданию. Не буду хвастаться, это были высокохудожественные полотна. После переезда в Казахстан отец работал в тематической экспедиции в Каратау. Там я с ним уже был в качестве маршрутного рабочего. Там же я впервые посетил месторождение ванадия Курумсак. И по окончанию школы у меня просто не было вопроса, куда пойти учиться. Это был политехнический институт имени Владимира Ильича Ленина. Отлично. Андрей Михайлович, смотрите, территория Казахстана достаточно хорошо изучена. Есть уникальные месторождения, крупные месторождения. Есть месторождения, которые уже отработали, отрабатываются и будут отрабатываться. И у инвесторов возникает вопрос, а что дальше, куда вкладывать деньги, и есть ли потенциал открытия новых месторождений на территории Казахстана? Очень интересный вопрос, часто задаваемый. Действительно, территория Казахстана, изученность территории Казахстана геологическая, заслуживает самой высокой оценки. Это объясняется тем, что в советское время правительство уделяло очень большое внимание геологическому изучению недр. Проводились региональные, среднемасштабные, тематические, геологосъемочные работы, поисковые работы. На перспективных участках ставилась разведочные работы. Внимание к изучению недр распространялось и на подготовку кадров. Советская, в том числе и казахстанская геологическая школа, это одна из сильнейших, если не сказать сильнейшая школ в мире. Еще одним фактором, повлиявшим на изученность территории Казахстана, является его доступность. Доступность большей части территории Казахстана. То есть, конечно, идти в маршруте, споткнуться о кусок руды и, в кавычках, найти месторождение уже не получится. Но именно эта изученность подготовила базу для дальнейших исследований. Есть ряд направлений, которые в советское время, по разным причинам, которым в советское время уделялось недостаточно внимания. А геологическая изученность определила те места, те районы, те структуры, в которых эти направления могут изучаться, которыми надо заниматься, в каких районах. В первую очередь это относится
к районам с развитием коры, с широким развитием коры выветривания. Свойство металлов мигрировать в пределах профиля коры выветривания делает в отдельных случаях невозможным наблюдение руд с поверхности. Кроме того, изучение реликтовых структур – это серьезный поисковый инструмент. Изучение этих структур в корах выветривания я описал в статье, я посвятил этому большую статью «Генезис бокситов валерьяновской зоны». Там описано изучение структур и открытие с помощью этого изучения рудопроявления «Божий дар», аналогичного рудопроявлению, месторождению цинка Шаймерден. Мгм. Не в почете была также и золото-черносланцевая формация. Ее избегали, возможно, потому, что это очень сложный структурно-генетический тип. Но перспективы обнаружения черносланцевого золота в Казахстане есть. Это помимо Бакырчака, который уже отрабатывается. Незаслуженно находится в тени изучение текстурных особенностей жил, кварцевых жил. Мгм. Выделение генерации жил в кварцево-жильных системах, сериях. Такой вот огульный валовый подход к опробованию кварцево-жильных образований нередко ставит под угрозу результаты всех исследований. В прошлом году с коллегами из ЕРЖ мы опубликовали статью «Минералогические и структурные особенности жил». Да, я прочитал ее. Видимо, в конце разговора мы дадим ссылку на эти Да, статьи. обязательно, без проблем. Мы дадим эту ссылку на Конечно. эти статьи. Кроме того, меняется конъюнктура сырья на рынке. Развиваются технологии. И месторождения, которые раньше не представляли интереса, сейчас принимаются в отработку. То есть список открытий в Казахстане еще не закрыт, еще не завершен. Вот. То есть у нас есть шанс. в нашем Непременно, поколении. непременно. Но однако есть проблема. И проблема это в самих инвесторах. Ну да. В самих инвесторах. Любое месторождение, будь то мелкое, среднее, уникальное, оно прошло через стадию Greenfield. Вот Greenfield это на иностранной манере их сейчас называют. Общие поиски. Да. Оно прошло через эту стадию. Сейчас инвесторы ищут месторождение с подсчитанными запасами, разведанное, готовое. То есть на блюдечке с голубой каемочкой. А такие объекты, к сожалению, ограничены. И тут надо сказать, что если не работать с Greenfield, если не включаться в долгосрочные геологоразведочные программы, то лучше торговать сникерсами. Сегодня купил, завтра продал, и уже прибыль И на деньги ладошке. сразу, да. Прибыль на ладошке. Да. Я упомянул несколько аспектов Да. возможного открытия новых месторождений в Казахстане. Но этим список не ограничивается. Наверняка у вас тоже есть какие-то наработки, какие-то предпосылки. Вот. Поделитесь. Ну, да, можно переинтерпретировать некоторые старые данные, перерисовать. Я как структурный геолог вижу на некоторых картах, что можно все-таки их улучшить, понять структурно контролируемое продолжение рудных тел и так далее. Ну, плюс еще у нас же технологии развиваются, поэтому я думаю, что комплексно, если подходить, то можно еще найти месторождения, сделать их. Их же не находят, их делают. Ну, да. Есть еще и глубоко погребенные территории. Вот, но это тема отдельного разговора, это сложная тема. Вот в связи с изучением структур формации слабо изученных предшественниками или не изученных, рекомендуется либо применение еще каких-либо инновационных геофизических там, и других методов? Вот здесь к инновационным методам нужно подходить очень осторожно. Во-первых, потому что любой метод имеет какие-то ограничения.
в связи с, ну, с геологическим строением района, участка и так далее. Например, то, что хорошо, та геохимия, которая хороша на открытых территориях, может привести в полнейшее заблуждение в районах с развитой корой выветривания. Во-вторых, на рынке есть недобросовестные поставщики услуг. Как и везде. Предлагаются яркие, красочные презентации, которые обещают гарантированный успех, великолепный выход, вот, и не объясняют даже физической сути метода, не рассказывают, как определяются рудные компоненты. Такие материалы, яркие, красочные презентации, рассчитаны на неосведомленную, непросвещенную публику, вот, которая побоится показать свою серость и не будет задавать лишних вопросов. Другой расхожий метод продавливания вот этих неработающих вот этих вот методов исследования — это забрасывание слушателей, собеседников огромным количеством наукообразных, малоупотребляемых, малоизвестных терминов. Да. Опять же, расчет делается на то, что собеседник побоится показать свою серость и будет сидеть и понимающе кивать головой. А затем эта презентация кладется на сервер, никто ее больше никогда в жизни не открывает, не пользуется, потому что нет Самое выхлопа интересное, никакого. что да, Замат, самое интересное, что далее договор с подрядчиком заключают руководители, которые порой не имеют даже базового геологического образования. Ну, да. И в результате выполняются ненужные работы. Работы, которые удаляют исследователей от цели. Да. Заверка несуществующих надуманных аномалий, сами понимаете, не может принести успеха. Абсолютно верно. Или же в том случае, когда нужно признать недееспособность метода, делают ошибочный вывод о бесперспективности территории, района и так далее. Да, у нас были такие случаи. Сколько хотите. Цель разработки таких программ, таких методик — это изменение направления финансовых потоков. Не более того. Освоение бюджета. Освоение бюджета, да, загреб и все. Да. Вот так. Поэтому я больше чем уверен, что традиционные, испытанные временем методы, они более надежные и более ответственные. Как-то так. Ну, а вы сами лично оказывались в таких ситуациях? Да, к сожалению, оказывался. Просишь промоутера объяснить физическую суть определения рудных компонентов, он говорит: а я не знаю, я не геолог. Мы просто купили эту библиотеку или там методику или оборудование и занимаемся. Купили, естественно, на Западе, занимаемся, значит, продаем. Ну, то есть без погружения в детали? Не давая себе даже труда разобраться в методе. Да, к сожалению, сейчас на рынке очень часто вот именно по спутниковым снимкам, по интерпретации спутниковых снимков очень много мошенников развелось. Коллеги, не бойтесь западных светил в кавычках. Не бойтесь специалистов мирового класса в кавычках. Это всего-навсего хорошо обученные промоутеры. Их задача протолкнуть, продать продукт. Я говорю это ни в коем случае не умаляя достоинства и наработки, открытия зарубежных геологов, ученых, многих известных специалистов за рубежом. Андрей Михайлович, вы так интересно рассказывали о корах выветривания. Где вы впервые познакомились с этими объектами, да? И где вы их изучали? С этой информацией, да. Формации эти. Мое знакомство с корами выветривания состоялось в первый раз в экваториальной Африке.
И с ним связано в Центральноафриканской республике. И с ним связан такой вот небольшой забавный случай с веселым концом, со счастливым концом. Мгм. Мы там работали на поисках месторождения рассыпных алмазов. Я руководил поисковым дивизионом. А моему патрону кто-то посоветовал, порекомендовал площадь. Сказали, что там под глинами совершенно точно залегают алмазоносные галечники. Мгм. Можете закладывать карьер и добывать галечники. Но поскольку я был руководителем поискового дивизиона, в мои обязанности не входило не контролировать проходку карьера, не закладывать этот карьер. Но тем не менее я съездил туда, на этот участок, Мгм. вот, чтобы посмотреть хотя бы для себя в поисковом плане, Мгм. как поисковый критерий, узнать, что это такое. Вот. Когда я приехал туда, я увидел бессистемные закопушки, ямки. Вот вы знаете, в нашей сленговой терминологии свинорой. Мгм. Свинорой. Вот. Я походил по участку, посмотрел эти отвалы. И среди отвалов этих глин я нашел совершенно неокатанные обломки кварцитов. Мгм. Вот это меня насторожило, очень насторожило. И я задал шурф. Времени мало было, чуть меньше 1 дня. Вот. И я артизанам, это старатели, Мгм. копачи, вот, сказал: ребята, если вы мне вот здесь вскроете гале или цоколь, Мгм. я на дно шурфа положу 2000 франков. Мгм. Большая сумма? Сумма небольшая. Ну, 1000 франков – это 10 булок хлеба. А, окей. Да, ну, бедно, очень бедно люди жили. Вот. Я сказал, что вот так это самое, положу 2000 франков. Они взялись за дело, копали старательно, очень старательно, быстро, торопились. Видно было, что люди хотят это сделать. Они с двойной перекидкой прошли 6 метров шурфа. Мгм. Это серьезно. Ну да. Вот. На забое глина. Они уже начали на меня поглядывать. Вроде бы должен цоколь появиться. Они начали меня поглядывать, обманет, ведь столько работали, и ни цоколя, ни глина, не обманет, не даст денег. Вот. Я спустился к ним в шурф Мгм. и разломил. Не разрезал лопатой кусок глины, а разломил. Мгм. Вот так просто. Можете представить мое удивление, когда я в сколе, в изломе, увидел рисунок гранита. Мгм. Зерна калиево-полевого шпата. Мгм. Красные. Они так и остались красными. Желтые плагиоклазы. Темно-зеленый биотит. Они сохранили свою форму, но превратились в глины. Мгм. Неизмененными остались только бипирамидальные зерна кварца. Мгм. Но я увидел гранит. Это цоколь, все. Мгм. Цоколь. Это структурная, хорошо развитая, такая выдержанная, хорошо выраженная структурное коровыветривание по среднезернистым гранитам. Мгм. И все, цоколь, ребята, цель достигнута. 2000. Я положил 2 бумажки Мгм. на на дно шурфа. Парни схватили, вот так вот, схватили трубочкой по купюре, Мгм. подняли над головой и в припрыжку, как пацаны, побежали домой. Взрослые парни, молодые мужчины. Мгм. Вот, ну, это, говорит, очень бедно жили. Очень бедно жили. Вот. А я остался в шурфе и стоял, разламывал эти куски глины и смотрел на среднезернистый гранит. Я приехал в Карно Мгм. и патрону изложил свою позицию. Вот, и очень рекомендовал не проходить там Карьер. Мгм. Дело в том, что там карьерчики маленькие, и временами, ну и служба геологическая такая, вот, там иногда процесс проектирования и процесс предварительной разведки опускают. Пришли, выкопали, шур, забрали. И всё. Вот. Ну тут видно было, что под глиной корововетривание по гранитам. Мгм. Алмазов там не будет. Вот. Мгм. Патрон очень расстроился. Очень. Он приготовился уже к таким быстрым Деньгам. прибылям. Да. Вот. И второе, мое знакомство с реликтовыми структурами в корах выветривания было в Северном Казахстане уже.
Мгм. Вот, при эксплуатационной разведке месторождений бокситов Красный Октябрь и Восточный Аят. Мгм. Вот. Изучение реликтовых структур привело к открытию, к обнаружению рудопроявления Божий дар, о котором я уже говорил, Мгм. которое ждет своей заверки. Какие месторождения были открыты при вашем участии? Это месторождение Пионер, рассыпное золото в Южном Казахстане. Мгм. Это месторождение рассыпных алмазов Ньюкам-Палика. И это проявление, о котором я уже говорил, не месторождение, а проявление, Божий дар в Мгм. Северном Казахстане. На алюминий, да? На цинк. На На цинк. цинк. Значит, Пионер не стали разрабатывать из экологических соображений. Он был в непосредственной близости к пионерскому лагерю, Мгм. и экологический аспект сыграл важную роль. Мгм. Вот. Ньюкам-Палика в Центральной Африканской Республике уже отработано. Мгм. Вот. А Божий дар, проявление цинка, оно еще ждет своей заверки. Мгм. Сейчас никто там территорией не владеет этой лицензией? Ержи владеет. Ержи. Ержи окей. владеет. Хорошо. Андрей Михайлович, вообще я с вами познакомился онлайн, да, скажем так, через LinkedIn. Спасибо, что вы делитесь полезной информацией. Молодежь, я надеюсь, читает вас, да, комментирует, как-то активно участвует в этом. Спасибо. Вот. И последние несколько публикаций у вас было про Бериктасскую свиту, вулканическую структуру. Синклиналь. Да, синклиналь. Значит, у меня такой вопрос. Как вы считаете, это был наземный вулканизм или же подводный? Там больше было стратовулканов или трещинных вулканов? И комагматичен ли Байназарский интрузивный комплекс? Байназарский же, правильно? Байназарский, Да. правильно, да. С Бериктасской структурой. С Бериктасскими вулканитами, ясно. Ясно. Я считаю, что вулканиты Бериктасской структуры – это результат подводных извержений. Мы Мгм. видим там и пилову лавы, видим иногда небольшие маломощные горизонты осадочных пород. То есть я Мгм. считаю, что это подводные излияния. Бериктасские вулканиты и байназарские малые интрузии, я думаю, образуют единый вулкано-плутонический комплекс. Мгм. Вот. Ну, заниматься тонкой петрологией у нас, конечно, не было возможности. Все-таки это коммерческая геология. Вот. Но я начал там составление карты вулканических фаций. Мгм. Вот. Но завершить не получилось. И завершили ли ее после моего ухода, я не знаю. А получилось ли найти жерло вулкана? Нет, Около жерловых фаций не было, получилось. да? Пока не получилось. Проксимальные фации видим. Мгм. Отчетливо видим проксимальные фации. Мгм. Вот. Но само жерло, во-первых, еще и обнаженность не такая хорошая. Ну, не Ну как и потом здесь, в Южной это Журнале. время, и еще раз повторяю, что это коммерческая геология. Ну да. Ищите медь, не ищите нам жерло вулкана. Ну да, кому интересно жерло вулкана? Всем интересно, руда не руда. Хотя я убеждал, что с жерлом вулкана может быть связана порфировая интрузия. Так, Ну да. так я думаю. Почему? Вот. И в этом направлении я работал, как-то вот не получилось завершить работу. И это у нас по возрасту, это у нас что, Пермь, да? Пермь Пермь-1? 1. Андрей Михайлович, вы были главным геологом, наверняка у вас в подразделении было много молодых специалистов. Вот такой вот вопрос. Какой бы вы дали совет или советы молодому поколению, да, и какими качествами должен обладать молодой специалист? Ну, тут исходить надо тут из того, что конечной целью любых геологических исследований является открытие месторождения, является руда. Мгм. Руда – это вещество. И к поискам надо подходить как к веществу. Виртуальные манипуляции тут непригодны, Мгм. просто непригодны. Вот. И я где-то в LinkedIn вычитал, не помню у кого, но фраза мне понравилась, иносказательная такая, что тот геолог лучше, который видел больше камней. Ну, в переносном смысле все правильно. То есть можно сказать, что, ребята, практика и еще раз практика. В большей части полевая практика. Мгм. Ну и отсюда следующий вопрос. Это топ-3 книги, которые вы посоветовали прочитать каждому геологу. Ну, если я посоветую читать, то будет ограничиваться этими 3 книгами. А для меня, Вот что для вас? что для меня? Ну, это
Анатолий Георгиевич Бетехтин, Мгм. структуры и текстуры руд, фолиант большой. Это, наверное, Ганс Вильгельм Штилли, асинская тектоника в геологическом облике Земли. И это Валерий Петрович Петров, основы учения о древних порах выветривания. Мгм. Как вы считаете, у нас есть разрыв между поколениями сейчас вот, в геологии? К сожалению, есть. К сожалению, есть. Большой? Колоссальный? Ну вот измерить рулеткой, наверное, не получится. Вот, но есть. А жаль. Причем это ведь разговор не только о геологии. Мгм. Я вот знаком с ребятами, которые занимаются проектированием в энергетике. Тоже есть разрыв. То есть... Профессиональный голод. Мгм. Голод какой-то. И причем это зависит не от тех ребят, которые вот сейчас пришли, а от той системы. Образование это пошатнулось. Мгм. Вот. И поэтому есть разрыв. Надо что-то делать. Надо что-то делать. Вот где приходится с молодежью работать, ну, уже такая у меня привычка образовалась. Рассуждать вслух. Мгм. Хочешь, слушай, записывай, задавай вопросы, спорь. Не хочешь, с 9 до 6, ну, пожалуйста, вот кто Мгм. как хочет. Мгм. Ну, как-то вот так. Окей. Как-то вот так. Андрей Михайлович, спасибо вам огромное за это интервью. Оно было очень такое полезное, насыщенное, информативное. Надеюсь, наша молодежь посмотрит это на нашем канале. Мы обязательно прикрепим ссылки, где будут ваши статьи на разные генерации кварца и по бокситам. Мгм. На этом и по традиции AZ Geology всегда дарит какой-то памятный подарок. Вы у нас практикующий геолог, поэтому вам здесь кое-какие презенты, которые, я надеюсь, Ой, вам понравятся. спасибо, спасибо. Да, Я и все-таки вы даже, можете- наверное, достану и посмотрю. Да, Спасибо которые вы можете большое. использовать в полях. Это вот Ой, держатель ну, для молотка. Понятно. Это все понятно. наше производство казахстанское, Великолепно. натуральная кожа. Великолепно. Большое спасибо. Все, вам спасибо большое. Можно Спасибо. выпить по чашке чая? Да, и уже можно по чашке чая. Проба, лимон. Спасибо. Все. Всем спасибо. Кто-то Твикс хочет?